Знаешь, что самое удивительное? Я встречал людей, которые работали по 14 часов в день, 7 дней в неделю, руки в мозолях, спина согнутая, глаза красные от усталости. И что? И ничего, денег у них не было. А встречал других, работают часов 5 в день, еще и по пятницам отдыхают, а живут как короли. Меня зовут Изя, мне 73 года, и я видел столько денег в своей жизни, что мог бы купить половину этого города, и терял все до последней копейки 3 раза. 3. Так что я знаю, о чем говорю. Я не теоретик из университета, дорогой мой. Я человек, который зарабатывал деньги руками, головой, а потом терял их из-за глупости. И снова зарабатывал. И вот что я тебе скажу. Проблема не в том, что ты мало работаешь. Проблема в том, что ты работаешь неправильно. Ты меняешь свою жизнь, свои нервы, свое здоровье на деньги, которые утекают сквозь пальцы, как вода. А потом удивляешься, куда все делось. Сегодня я расскажу тебе 3 правила о деньгах. Некрасивые цитаты из книжек? Нет. Я расскажу тебе то, что понял сам, через боль, через ошибки, через бессонные ночи. И если ты досмотришь это видео до конца, а я очень прошу тебя это сделать, ты поймешь, почему твоя жизнь выглядит так, как выглядит. И главное, ты узнаешь, как это изменить. Правило первое. Ты продаешь свое время, а не создаешь ценность. Слушай меня внимательно. Когда мне было 25 лет, я работал грузчиком на рынке. С 6 утра до 9 вечера таскал мешки с картошкой. Мешок 5-10 килограмм. 10 рублей за мешок. Я таскал по 40 мешков в день. Считай сам, 400 рублей. Неплохо по тем временам, да? Но вот что интересно. Рядом со мной работал один дедушка, Шлема его звали. Маленький такой, худенький, очки на носу. Он вообще мешки не таскал. Он сидел у входа на рынок с блокнотиком и записывал, кому сколько товара привезли, кто кому должен, какие цены. За это торговцы ему платили. И знаешь что? Он зарабатывал больше меня. Вдвое больше. Я тогда к нему подошел, говорю: «Шлема, как так? Я вкалываю как лошадь, а ты сидишь с карандашиком, и денег больше». А он мне отвечает: «Изя, дорогой, ты продаешь спину. Спина, она одна. Больше одного мешка за раз не поднимешь. А я продаю порядок. Порядок, он всем нужен, и его можно продавать много раз в день. Вот тебе и правда. Пока ты продаешь свое время, час за час, день за день, ты всегда будешь ограничен. В сутках только 24 часа. Сколько бы ты ни старался, больше не выжмешь». Это как пытаться наполнить океан из стакана. В Талмуде сказано: «Не тот богат, кто много зарабатывает, а тот, кто правильно вкладывает». А вкладывать нужно не только деньги, вкладывать нужно мысли. Создавай то, что будет работать без тебя. Систему, связи, репутацию, знания. Что тебе делать прямо сейчас? Спроси себя: что я делаю на работе такого, что не может сделать кто-то другой? Если ответ «ничего», беги оттуда. Развивай навык, который дает ценность другим людям. Не время за деньги меняй, а проблемы на решение. Правило второе. Деньги любят тишину, а ты кричишь. О них на каждом углу. У меня был сосед, Боря. Хороший парень, честный, работящий. Но вот беда, он постоянно жаловался на жизнь. «Изя, денег нет, Изя, все дорого. Изя, как жить?» Каждый день одно и то же. И знаешь, что произошло? Люди начали его избегать, потому что никто не хочет слушать про чужие проблемы с деньгами. Это как зараза, прилипает. А потом Боря начал крутиться. Занял у одного, занял у другого. На пару недель, клянусь, верну. Ага, верну. Через год люди уже переходили на другую сторону улицы, когда его видели. Он превратился в человека, которого все избегают. А без людей, дорогой мой, денег не заработаешь. Никак. Я тебе больше скажу. У меня был дядя Мойша. Царство ему небесное. Он жил скромно. Квартирка простая, машина старенькая. Все думали: бедный человек. А когда он умер, оказалось, у него 3 квартиры в центре города и такой счет в банке, что мы все чуть со стульев не попадали. Я у его сына, своего двоюродного брата, спрашиваю: «Лёва, как так? Почему отец твой никому не рассказывал?» А Лёва говорит: он всегда повторял одну вещь. Деньги, как беременность. Пока срок маленький, не рассказывай, сглазят. А когда уже видно всем, уже поздно прятать. Вот в чем секрет. Когда ты кричишь всем, что у тебя денег нет, ты программируешь себя на бедность. Твой мозг слышит это и думает: «Так, понял, мы бедные, значит, так и будем жить». А когда кричишь, что заработал, начинается зависть, сглаз, попрошайки. В еврейской традиции есть понятие айн-хара — дурной глаз. Это не мистика, нет.
Это психология. Когда все знают, что у тебя есть деньги, они начинают относиться к тебе как к банкомату. Родственники просят взаймы, друзья ждут, что ты заплатишь за ужин, мошенники вынюхивают возможности, а самое страшное, ты сам начинаешь тратить больше, потому что нужно соответствовать. Купил хорошую машину, теперь и в ресторан надо дорогой ходить. Надел костюм, теперь и часы нужны соответствующие. И понеслось. Что тебе делать? Перестань обсуждать деньги. Ни плохие, ни хорошие. С женой, пожалуйста. С близкими можно, но не с каждым встречным. Научись отвечать на вопрос «как дела?» Просто «нормально, спасибо». И все. Пусть люди гадают. А ты тем временем строй свое богатство в тишине. Правило третье. Ты боишься денег больше, чем бедности. Это самое важное правило, дорогой мой. Садись поудобнее. Сейчас я тебе расскажу историю, которая перевернет твое понимание. Когда мне было 37 лет, я открыл первый магазин. Маленький такой, торговал стройматериалами. Дела пошли хорошо. Через год я мог открыть второй магазин. Деньги были, место подходящее нашел, все готово. И знаешь, что я сделал? Ничего. Испугался. Лежу ночью, не сплю. Думаю, а вдруг не пойдет? А вдруг кризис начнется? А вдруг поставщики подведут? И не открыл. Остался с одним магазином, а через 2 года мой конкурент открыл сеть из 5 магазинов в том районе, где я мог быть первым. И я потерял рынок. Это называется страх успеха. Звучит глупо, правда? Кто боится успеха? Все же хотят быть успешными. Но нет, дорогой. Люди боятся, потому что успех — это ответственность. Это новый уровень проблем, это зависть, это необходимость расти дальше. А бедность, она удобная. Можно жаловаться, можно винить правительство, экономику, богачей. Можно говорить «я честный человек, я не ворую, вот и живу бедно, и совесть спокойна, и оправдание готово». Мой отец, царство ему небесное, говорил мне «Изя». Люди делятся на 2 типа. Одни боятся голода и поэтому зарабатывают, другие боятся сытости и поэтому остаются голодными. Я тогда не понял, а сейчас понимаю. Смотри, когда у тебя появляются деньги, что происходит? Меняется круг общения. Старые друзья начинают завидовать или просить взаймы. Родственники ждут подарков. Ты уже не можешь пойти в дешевое кафе и пожаловаться на жизнь, потому что у тебя-то деньги есть. Что ты наешь? Меняется образ жизни. Нужно думать, куда вкладывать, как сохранить, как приумножить. Нужно разбираться в налогах, в законах, в инвестициях. Это работа. Постоянная тяжелая работа. И знаешь, что делает мозг? Он говорит: «Зачем мне эти проблемы? Давай останемся бедными. Так проще». И ты начинаешь саботировать себя. Тратишь деньги на ерунду. Откладываешь важные дела. Выбираешь работу полегче, но с меньшей зарплатой, и называешь это жизненными обстоятельствами. Я помню, у нас в городе жил один человек, Аркадий, талантливый ремесленник, делал мебель, загляденье, к нему очередь стояла. Мог брать в 3 раза дороже, чем брал. Но не брал, говорил: «Я простой человек, мне много не надо». А потом у него дочь заболела. Нужна была операция, дорогая, денег не было. Он бегал, занимал, продавал последнее. Еле собрал. И тогда он понял, его простота едва не убила ребенка. После этого Аркадий изменился. Начал брать деньги по рыночной цене. Расширил мастерскую. Нанял помощников. И знаешь, что он мне сказал через 5 лет? «Изя, я был дураком. Я думал, что быть бедным — это благородно. А это просто страх. Страх ответственности. В Талмуде написано: бедность не добродетель, а препятствие. Понимаешь, когда у тебя нет денег, ты не можешь помочь родным, не можешь дать детям хорошее образование, не можешь заниматься благотворительностью, ты просто выживаешь. А выживание — это не жизнь. Что тебе делать? Признай свой страх. Скажи себе честно: я боюсь быть богатым. Не бедным, богатым. Потому что богатство — это ответственность, и это страшно. А потом спроси себя, чего я боюсь конкретно. Запиши все страхи и начни работать с каждым из них. Потому что большинство твоих страхов — это просто придуманные истории, которые не имеют отношения к реальности. Вот 3 правила, дорогой мой. Простые, как правда, горькие, как хрен. Первое. Перестань продавать время, создавай ценность. Второе. Не кричи о деньгах, строй богатство в тишине. Третье. Перестань бояться успеха, бойся прожить жизнь впустую. А теперь я скажу тебе главное. Знаешь, в чем разница между бедным и богатым человеком? Не в деньгах. Деньги — это следствие. Разница в решениях. Бедный человек принимает удобные решения. Остаться на старой работе удобно. Не рисковать удобно. Жаловаться удобно. А богатый человек принимает правильные решения, даже когда страшно, даже когда непонятно,
Даже когда все вокруг говорят, что он сумасшедший. Я прожил 73 года, был богатым, был нищим, снова стал богатым. И вот что я понял. Деньги — это не цель. Деньги — это инструмент. Инструмент для того, чтобы жить достойно, чтобы помогать близким, чтобы иметь выбор. Когда у тебя нет денег, у тебя нет выбора. Ты работаешь там, где берут, живешь там, где дешевле, терпишь людей, которых не уважаешь. Это не жизнь, дорогой. Это медленное умирание. Но хорошая новость в том, что еще не поздно. Сколько бы тебе ни было лет, 30, 40, 50, еще есть время все изменить. Но для этого нужно начать. Сегодня. Прямо сейчас. Я создал этот канал не для того, чтобы поучать. Я создал его, чтобы делиться тем, что узнал за 73 года. Через боль, через ошибки, через падения и взлеты. И знаешь что? Мне есть что тебе рассказать еще. Поэтому прошу тебя, подпишись на этот канал не для меня, для себя, чтобы мы не потеряли друг друга в этом шумном мире. Каждую неделю я буду рассказывать тебе одну историю, одну мудрость, одну правду, которая может изменить твою жизнь. И напиши мне в комментариях, какое из 3 правил откликнулось тебе больше всего. Первое — о ценности вместо времени. Второе — о тишине. Или 3 — о страхе успеха. Напиши номер правила и одно предложение «Почему?». Мне правда интересно узнать твою историю. Если это видео было полезным, поставь лайк. Это поможет другим людям, которые сейчас в такой же ситуации, как ты, найти эти слова. Поверь, среди твоих знакомых точно есть те, кому это нужно услышать. А в следующем видео я расскажу тебе историю о том, почему умные люди принимают глупые решения и почему образование не делает тебя богатым, а иногда даже мешает. Это будет жесткая правда, которую мало кто готов услышать. Но если ты досмотрел это видео до конца, ты готов. Шалом тебе, дорогой мой, и пусть мудрость ведет тебя к богатству, а богатство — к свободе. Помни, деньги приходят не к тем, кто работает больше всех. Деньги приходят к тем, кто думает правильно. До встречи в